that Oksana host. There are a lot of girls and people join there. And I'm very happy that they are also changing. Гуруджи ценит то, что мы есть такие у него, и он проводит еще и другие занятия, в том числе вместе с Оксаной, где там много девушек участвует, и он доволен тем, что там происходит, я так понимаю, и на тех занятиях, и на наших занятиях с людьми происходят изменения. Oksana still needs to change, but her parents have changed completely. Родители Оксаны полностью изменились, но Оксане еще требуется измениться. So if you have listened and learned what is the goal of life was the first question, and what is the common desire of all the living species, including the human beings, and what is the end of suffering and permanent happiness, the third question, and the fourth is what exactly meaning nirvana, moksha, salvation, awakening, realization. Если мы внимательно слушали Гуруджи и помним с прошлых занятий то, о чем он говорил, то он говорил о 10 вопросах, из которых первый вопрос – это какая цель всей нашей жизни, второй вопрос – это какое желание является общим для всех живых существ, третий вопрос – что на самом деле мы имеем в виду, когда мы говорим о конце страдания и постоянном счастье, и что такое нирвана, мокша, освобождение, пробуждение. And if you want to remember other 6 questions, it is better you should go to the last session and remember by heart that we are finding an answer of these 10 questions. И если мы хотим также узнать остальные из 10 вопросов, то нам нужно обратиться к прошлым занятиям, где они были подробно изложены, пока что не детально описаны, но подробно изложены. И нам следует запомнить их наизусть, все эти 10 вопросов. So last session we understood what it means by permanent happiness in life. На прошлом занятии мы обсуждали, что означает быть постоянно счастливым в жизни. Do you want happiness in the morning, afternoon, evening, night, today, tomorrow, day after tomorrow? Хотим ли мы постоянно пребывать в счастье утром, вечером, днем, сегодня, завтра, послезавтра, все время? Say yes. Соглашайтесь. And the moment your near and dear comes to you and your happiness is gone, so is he or she is responsible for your unhappiness? А если наше счастье исчезает в тот момент, когда к нам приближается наш родственник или знакомый, означает ли это, что он отвечает за наше счастье? Is he or she is responsible for your happiness or unhappiness? Это вопрос. Кивайте куда-нибудь, в какую сторону кто хочет. Нет, вопрос задан был еще раз. Отвечает ли кто-то другой за ваше собственное счастье или несчастье? Кивать надо нет. Sergey is smiling. Then why you become unhappy?
Если вы киваете нет, то тогда почему вы теряете состояние счастья? Почему вы становитесь несчастным? So reflect on it. What is preventing us to realize permanent happiness in life? Так, поэтому нам нужно размышлять, что мешает нам пребывать в постоянном счастье в нашей жизни. We will discuss in detail insecurity, fear, dissatisfaction that prevents us to realize permanent happiness. Мы дальше будем обсуждать, что чувство небезопасности, страх и чувство неудовлетворения – это то, что нам мешает быть постоянно счастливым. So Sasha was just saying at the beginning of a session, I am aware. And I will add one thing, I'm awake and aware. Anyone in the world approaches me or not, I still remain happy. I need that awareness. Саша говорил в начале занятия об осознанности, а Гуруджи добавит, потому что он сказал, что я должен быть настолько осознанным, что когда кто-либо приближается ко мне, я пребываю в осознанности, что он не влияет на мое состояние счастья. We are so weak, we lose awareness while watching the Instagram post. Someone dislikes and I become unhappy. Мы настолько слабы, что когда мы просматриваем в Инстаграме ленту новостей, и кто-то поставил нам как-то смайлик, который не лайк, дизлайк, то это сразу делает нас несчастными. I think you all are understanding. Гуруджи верит, что все мы понимаем, о чем идет речь. Keep on asking the question in your mind, and I'm just asking the question and giving you an answer, so that you have to contemplate and reflect, so much so that my answer becomes your answer, and you are aware, you are happy. Гуруджи нам задаст вопрос и сам же на него ответит, но нам нужно размышлять над вопросом и ответом таким образом, чтобы тот ответ, который нам Гуруджи предложит, он стал и нашим собственным ответом. То есть мы приняли его как действительный и истинный ответ. So what should be the next question? Is the Instagram post, that is the world outside? So I have to ask the question, is the world place of permanent happiness? То есть, если нас расстроил какая-то реакция на пост в Инстаграме, то мы должны себе объяснить, что Инстаграм – это часть внешнего мира, и затем задать себе вопрос, а существует ли постоянное счастье во внешнем мире? There is no object, there is no food, there is no person in the world, there is no situation, there is no condition which has the property of permanent happiness in the world. And we know the answer. В мире нет ни одного объекта, ни одной еды, ни одного человека, ни одной ситуации, ни одного условия, которое бы обладало свойством постоянного счастья. I'm very happy. My picture was liked by 1 million people.
Я очень счастлив, потому что моей фотографии поставили лайки 1 миллион человек. They liked your picture. They don't like you. Это означает, что им нравится моя фотография, а не я. Did they write that they like you, or they simply wrote that they like your picture? Tell me. Вот этим лайком они что именно хотели сказать, что им вы нравитесь или ваша фотография? You want to look smart and handsome and beautiful because of you or because of others? Tell me. Мы хотим быть привлекательными, красивыми. Ради чего? Для кого? Для себя или для окружающих? I have to think in this line. When I think, and that is what the contemplation and reflection. That is another way to say in modern scientific term, I analyze, I examine. Вот таким вот образом нам нужно размышлять и обдумывать, и это то, что наука называет анализом. Now think of an answer of this question. Why the mind keep chasing permanent happiness in the world outside? Теперь давайте задумаемся над таким вопросом, а почему ум продолжает искать постоянное счастье во внешнем мире? What we are learning, Buddha says, samsara is suffering. Будда говорит, что самсара – это страдание, это то, что мы изучаем. So my mind says, the picture on the Instagram is me. We created the world in the mind, and the world is suffering. Мой ум утверждает, что фото в Инстаграме – это и есть я. Это такой воображаемый мир, который сам мой ум сам придумал, и этот мир и есть страдание. How many likes you have, Oksana, on the Instagram? Короче, Оксану спрашивает, сколько лайков она собирает в Инстаграме. Okay. So, I lose awareness. The moment I lose awareness, I claim this is me and mine. So I have created a world, and that world I created is suffering. Did you understand, Arman? Когда я теряю осознанность, то тогда мой ум начинает утверждать, что вот это я или то я, это мое. Таким образом, я создаю тот мир, который страдает. Answer the next question. Where all these experiences takes place? Нам тогда следует задать следующий вопрос, а где именно происходят все эти переживания? Did you find the answer? All experiences takes place in the mind? Не ответ, все переживания происходят в уме. So next question is mind the cause of suffering? Тогда следующий вопрос, а является ли ум причиной страданий? If yes, we have to work with the mind, so there is no way to get out of the stress and suffering. Если ответ да, то это
считает, что мы должны работать с умом, и это единственный путь, по-другому не получится избежать стресса и страданий. And if you answer no, then how come? А если мы ответим нет, то почему? Simple answer of how come, ignorance. Простой ответ – это неведение. What is the next question? How to remove that ignorance? И тогда будет следующий вопрос, а как избавиться от этого неведения? What is the answer in your mind? Какой ответ приходит нам в Please, голову? I request you to think the way I'm thinking. Why I'm thinking in this way? Because all the teachers think in this way. Гуруджи просит, чтобы мы следовали именно этому принципу и способу рассуждений, который он нам предлагает. Почему так? Потому что все учителя следуют именно этому способу рассуждений. I'm just serving that knowledge before you. So when I say that the way I'm thinking, it simply means I'm thinking in line with the teachers. Гуруджи предлагает нам это знание, и когда он говорит, что следует размышлять именно так, то это означает, что все учителя размышляли именно так. How to remove ignorance? Как избавиться от неведения? What is opposite of ignorance? Что противоположно неведению? Self-knowledge. Знание. That is what we have covered in the last, I would say, 5 or 6 sessions. Это то, о чем мы говорили на протяжении последних 5 или 6 занятий. Last 5 sessions. Are we following the path of the Buddha? Buddha says, no blind belief. Нам нужно понять, следуем ли мы пути Будды, а Будда говорил, что ни в коем случае нельзя все принимать на веру. So we will go deeper into the first and the second question today. Сегодня мы рассмотрим первый и второй вопрос углубленно. But before we answer the first 2 questions in detail, we should understand a bit of complete ignorance and complete knowledge. Но прежде чем мы углубимся в первый и второй вопросы, нам нужно понять, что такое полное неведение и что такое полное знание. There is a saying, ignorance is bliss. Говорят, что неведение – это блаженство. Have you heard about it? Слышали такое выражение? We are in complete ignorance, in deep sleep. I don't know the world. I don't know the body. I don't know the mind. I don't know the stress. I don't know any kind of pleasure. В глубоком сне мы находимся в полном неведении, мы ничего не знаем о своем теле, об уме, об удовольствиях. Did you understand that? Все это понимают. I don't know anything about the body, mind, intellect, thoughts, feeling, the world outside, the relationship. That is complete ignorance. That is why when I wake up from the deep sleep, I see, oh, I'm totally fresh, calm, relaxed and happy. В глубоком сне мы ничего не знаем ни о нашем теле, ни о нашем уме, ни о наших чувствах, ни о внешнем мире. И поэтому, когда мы просыпаемся, то мы чувствуем себя свежими, отдохнувшими. But we cannot sleep 24 hours.
но 24 часа в сутки мы спать не можем. And then the complete knowledge is also results into permanent happiness. Полное знание также приводит к непрерывному постоянному счастью. Did you understand this? Complete ignorance leads to permanent happiness. Every day we experience when we return from the deep sleep. And the complete knowledge is also permanent happiness. Все ли поняли, что полное неведение ведет к счастью? Это то, что мы переживаем каждый день, когда мы просыпаемся из глубокого сна. И полное знание также ведет к постоянному счастью. Answer me. Complete knowledge of what? Здесь нужно задать вопрос, а полное знание о чем? Complete knowledge of your honey, your neighbor, Miss Universe, or yourself? Полное знание о родных и близких, о соседях, или, может, о мисс Вселенной, или полное знание о самом себе. My honey is not good. I don't want to know about honey. I want to know about myself. Кто-то скажет, моя жена плохой человек, но я не хочу знать ничего о своей жене, я хочу знать все о себе. Conclusion. I don't have a complete knowledge of who am I. I may land up into total nothingness. I may land up knowing the pure consciousness. That is the secondary. But I don't have a complete knowledge of who am I. Вывод такой, что у меня нет полного знания о том, кто я на самом деле. Я могу быть полностью осознанным, но в то же время у меня нет полного знания о том, кто я. How many likes on Instagram, Anastasia, you have? Спрашивает Анастасию, сколько у меня лайков в Инстаграме. He joined the session late, you know. It's a tricky question. Okay, don't answer. Каверзный вопрос, говорит. Можешь не отвечать. So, did you understand that I have an incomplete knowledge of who am I? Because I have incomplete knowledge, then what happens? Answer me. Все ли поняли, что у нас неполное знание в отношении того, кто мы на самом деле, кем мы являемся? Did you understand the question? Все ли поняли суть вопроса? How come I have an incomplete knowledge about myself? Почему мое знание о самом себе является неполным? I will never say, but just for example, I say one of you that you are crazy and you start reacting, you are angry, it proves that you are crazy. Например, представим, что Гуруджи кому-то из нас скажет, что ты безумец. И этот человек вдруг начинает реагировать, злиться, спорить с этим. И это только доказывает тот факт, что этот человек безумен. So you are simply hiding your craziness. То есть получается, что такой человек просто скрывает тот факт, что он безумец.
In the second situation, if someone says you are crazy, you are not affected, you still remain calm, that proves that you are not crazy. А если человек никак не прореагирует, если ему скажут, что он безумец, если он сохранит спокойствие, то это лишь докажет то, что он не является безумцем. Are you understanding? Все понимают? How many of you can do that? Кто так может? Then Instagram picture becomes too far. I have to live in that awareness. И тогда нам будет не до фото в Инстаграме. И мы должны с этой осознанностью жить. In order to remove the incomplete knowledge about ourselves, our real nature, I have to become a seeker. Для того, чтобы избавиться от неведения относительно нашей истинной природы и относительно того, кто я есть на самом деле, мне нужно стать искателем. So seeker, everyone is a seeker. That is why you are attending the session. But we have to raise our bar of becoming the highest level of a seeker, following simple principles. Каждый из нас уже является искателем, потому что мы все приходим на эти занятия, но нам нужно повышать уровень искателя. A seeker is any person who is committed to follow the path of self-discovery. Искатель – это человек, который самоотверженно идет по пути самопознания. Commitment means I prepare myself to know the path and ready to practice. И здесь самоотверженность означает, что я готовлю себя к тому, чтобы идти по этому пути и практикую этот путь. How long it takes you to prepare for a party? Сколько времени нам требуется, чтобы подготовиться к вечеринке? How much time you spend before the mirror? Сколько времени мы проводим перед зеркалом, прежде чем пойти на вечеринку? Not to talk of the girls also. We people also, we keep on looking, oh, one hair is left, let me remove this. И тут не только о девушках речь, некоторые парни тоже присматриваются, где там лишняя волосинка затесалась. Did you understand what it means by preparing for yourself? Все поняли, что имеется в виду, когда Гуруджи говорит, что нужно готовить себя. So the preparing ourselves to be a seeker, I must understand the principles clearly. Чтобы себя подготовить, я должен понять ясно принципы. And practice so that I become seeker. И практиковать, чтобы стать искателем. So the verse, this verse from this great master who says satsang means I have to live in the company of the truth. И один из учителей сказал, что я должен жить в компании правды, то есть я должен жить вместе с правдой, с истиной.
So living in the company of the truth means listening and learning, contemplating, reflecting and practicing. Это означает, что я должен слушать, изучать, размышлять, обдумывать и практиковать. So when you are listening plus contemplating and doing the practice, gradually one day you discover my attitude has changed. My behavior has changed. I am less attached to the people and the world outside. И если мы слушаем, размышляем и практикуем регулярно, то рано или поздно мы заметим, что мое отношение и мое поведение изменилось, что я стал в меньшей степени привязан к внешним объектам. You keep on listening from attachment, your mind moves to the state of detachment, and if you keep on learning and listening, it results into a dispassion. И со временем наш ум становится все менее привязанным, и рано или поздно он входит в состояние бесстрастия. In the highest state of dispassion, your mind is not wandering anywhere. It remains steady all the time. В наивысшем состоянии, вернее, в состоянии бесстрастия наивысшего уровня ум не блуждает. Он находится в неподвижном, устойчивом состоянии. But why I am talking about this? Почему Гуру Джа об этом говорит? So when you are following the path and you discover that now my mind is much calmer, relaxed, there are no more distractions. These are the results you get. Потому что если мы следуем по пути, и если мы рано или поздно замечаем, что наш ум стал более спокойным, менее склонным отвлекаться, это означает, что мы наступают результаты практики. Мы переживаем определенные результаты практики. So your mind is already naturally steady. You need not to make any effort. And some guy comes and he says, come and sit under a tree in mindfulness. И если нам уже не нужно прикладывать никаких усилий для того, чтобы ум стал спокойным и устойчивым, то кто-то может предложить нам сесть под дерево, и тогда в результате мы познаем состояние медитации. Understand this again in a different way, that how this journey helps our personal life, professional life, social life, family life. Мы также можем с другой стороны понять, как этот путь помогает нам в нашей повседневной жизни в обществе, на работе, в семье. Endurance, emotional freedom, no more emotional dependence now. Выносливость, свобода от эмоций и отсутствие зависимости от эмоций. My son follows me seriously. My daughter avoids me. In a sense, because she is not interested in East and West. Сын Гуруджи следует по тому же пути, что и Гуруджи, а дочь Гуруджи, она не очень
хочет изучать восточную мудрость. The day before yesterday, I was talking to the son and I could realize that he has become wiser. We were talking and we have an information in the background that we are son and the father. But we were just talking on a subject of self-discovery. Позавчера Гуруджи общался со своим сыном, и он вдруг понял, что тот стал мудрее, несмотря на то, что когда они общаются, то есть понимание того, что они отец и сын, но это не помешало им общаться на тему восточной мудрости. So the result is that you become calmer and calmer, you are more relaxed in your personal, professional, social and family life. You get a sound sleep, your wandering mind stops, distractions are gone. Look at the changes. We have yet to realize that real self. В процессе практики, когда мы идем по пути, то даже несмотря на то, что мы еще не достигли, и нам еще долго идти до познания, до полного познания истинного «Я», но в процессе мы получаем такие плоды, как мир, покой, как успех в нашей повседневной жизни, в семье, в обществе, на работе и прочие, так сказать, положительные побочные эффекты пути. So with these topics and questions, I laid the foundation. Now, how to expand and elaborate for clear understanding, we will start with the first question. Итак, Гуруджи заложил основу для понимания, а сейчас мы перейдем к первому вопросу. So for understanding each and every question in detail, according to the master, what should we do? So we should keep in mind the main question and let our mind ask the secondary questions to clear the subject matter. Перед тем, как подробно изучать каждый из 10 вопросов, нам нужно, поддерживая в уме первый вопрос, задавать сопутствующий ему вопрос. We should also ask how to start and how to relate with the previous question. И нам нужно также задавать себе вопросы, связанные с предыдущими вопросами. So you will understand, so let me start with the first question. What is the goal of life and means to achieve it? Итак, давайте начнем с первого вопроса. Первый вопрос формулируется так: какая цель нашей жизни, какие средства и достижения этой цели? Keep that question in mind. Этот вопрос нам нужно поддерживать в нашем уме. Is there any previous question? No. Есть ли здесь какой-то предшествующий этому вопросу вопрос? Нет. Here, how we start contemplation, we understand the question and the answer. Так как нам следует размышлять? Вначале нам нужно понять сам вопрос и ответ на него. Do you still remember the question? Or your mind has gone somewhere? What is the goal of life and how to achieve it? Все ли еще помнят вопрос или уже ум куда-то убежал? Вопрос: какова цель нашей жизни и каковы средства ее достижения? Do you understand the meaning of the goal of life? Все ли понимают значение
термина «цель жизни». You have to go deeper, otherwise it will not work. That's why it is not working. Мы должны здесь углубиться, иначе работать ничего не будет. So when we say understand the question and the answer, it means I have to find out the meaning, what exactly it means by the goal and the means. Когда мы говорим, что мы должны понять вопрос и ответ, то мы должны понять, что именно имеется в виду под целью и средствами. Look at Arman got disturbed, he went somewhere else. Вот посмотрите, Армена что-то отвлекло, и он куда-то убежал. So he wanted to achieve some other goal. That is why he left. Это означает, что у него появилась какая-то иная цель, и поэтому он убежал. So if I have certain goal, I should have a means to achieve it. Когда у меня есть какая-либо цель, то мне необходимы средства для того, чтобы достичь эту цель. Goal is to reach home. I am at workplace. Means it is a car or a cycle. Моя цель приехать домой. Я сейчас нахожусь на работе. Средства для достижения этой цели – это автомобиль или велосипед. Are you understanding that part? Means and the goals are two different things. Все ли ясно понимают, что цель и средства – это две разные вещи? I apply the means, put all the cosmetics. I prepare myself for about 2 hours to look beautiful. For me, I look beautiful. But then you go out and someone says, oh, you look so ugly. What happens to your 2 hours of preparation? Если девушка потратила 2 часа перед зеркалом, накладывая всякие виды косметики, и она достигла того уровня макияжа, когда она сама себе нравится. Вот она вышла на улицу, и тут вдруг кто-то ей встретился и сказал: «Фу, какая ты некрасивая». И что тогда произошло с этими, с ее пониманием цели и тех затраченных средств? Your means have become the goal, and the goal has become the mean. That is the biggest problem in following the path of the self-discovery. Наибольшая проблема на пути самопознания заключается в том, что мы поменяли местами цели и средства. Once you have understood this part, now let us go back and see how the master teaches us. И давайте вернемся чуть назад и посмотрим, каким образом нас наставляют учителя. My master used to tell a story. An engineering student came to him, and he asked the engineering young boy, "Oh, so you are studying engineering?" "Yes." "What you do after getting an engineering?" "I will find the job." "But why you want the job?" "I want to earn money." "Why you want to earn money?" "Because I will have a home and other gadgets. And once you have the home and other gadgets, what will you do?" "I will marry."
Why you will marry? Because I want to live in relationship. Why I want to live in relationship? To be happy. My master said, I will give you happiness here now. Why such a long journey? Здесь можно рассказать такую историю, которую любил рассказывать учитель Гуруджи, когда однажды к нему пришел один молодой парень, который учился на инженера, и его учитель задал ему вопрос: а для чего ты учишься на инженера? Тот сказал: для того, чтобы затем найти работу. А зачем ты хочешь найти работу? Для того, чтобы заработать денег. А зачем тебе деньги? Для того, чтобы купить себе дом и всяческие ништяки. А зачем они тебе нужны? Для того, чтобы жениться. А зачем ты хочешь жениться? Для того, чтобы у меня были отношения. А зачем тебе отношения? Для того, чтобы стать счастливым. На что учитель ответил: зачем такой длинный путь? Я могу тебя научить быть счастливым здесь и сейчас гораздо быстрее. Did you understand the difference between the means and the goals? Все ли поняли разницу между целью и средствами? So from today, when you wake up in the morning, that means awake, but remain aware and attentive of your mind, whether you are getting carried away by the means as a goals, your ignorance will start dropping. Тогда с сегодняшнего дня, когда мы утром будем просыпаться, то мы должны осознавать и быть внимательными к тому, не путаем ли мы цели со средствами в нашем уме. Did you understand? Все поняли? No, it took me 2 hours to prepare myself. My honey did not appreciate me. Let him or her do not appreciate. Кто-то может так сказать, что мне потребовалось целых 2 часа для того, чтобы там к чему-то подготовиться, а моя жена или мой муж это не оценил. You cannot eat dollar. И нужно здесь сказать, что пусть кто-то не оценит, в этом нет никакой проблемы. We buy the food from the dollar to meet our hunger. Мы не можем питаться долларами. Мы доллары используем для того, чтобы на них покупать пищу и этой пищей удовлетворять свой голод. Did you understand this? We have to filter out. Means are different. Means cannot become the goal. The only goal in life is permanent peace, happiness, love, truth, and wisdom. Мы должны четко отличать цели и средства. Мы должны понимать, что средства не должны становиться целью, а единственная цель нашей жизни – это мир, любовь, счастье, мудрость. This is how my master and another master used to teach us. Вот именно так Гуруджи учил его учитель, а того его учитель. Another master in another text who wrote a great text on Buddhism. He teaches little differently, but you can understand it easily. Другой учитель в тексте чуть-чуть по-другому это описывает, рассказывает, этому учит, но мы все равно должны понять.
He used to say that wealth, recognition, pleasure, they are the goals. Этот учитель говорит, что богатство, признание, удовольствие это средство. So he used to say they are the goals in your mind. That is why I have to rethink whether they are the goals in my life or they are the means. И я должен размышлять над тем, а в моем уме они являются целью или средством. So if all these means are the goals, I'm living with the wrong notion. When I'm living with the wrong notion, go back to the last question, incomplete knowledge. Complete knowledge, permanent peace. Complete ignorance, permanent peace. Если в моем уме эти вещи являются целью, а не средствами, то тогда в моем уме неправильное понимание находится. И это значит, что мое знание неполное, а неполное знание ведет к страданию. We are still contemplating and reflecting in our mind to remove the ignorance. Whatever we are doing outside in our personal, professional, social life, it continues. Мы работаем с нашим умом для того, чтобы избавиться от неведения в нашем уме. Но в то же время все, что мы делаем, делали раньше в нашей повседневной жизни, в семье, в обществе, на работе, мы продолжаем делать. Это как бы параллельные, не связанные процессы. You earn less or more, it has nothing to do with the self-discovery. Неважно, мы зарабатываем много или мало, это никак не связано с процессом самопознания. But if you're earning the wealth is a goal of your life, you are bound to suffer. Но если мы целью своей жизни сделали много зарабатывать, то тогда у нас нет другого выбора, как страдать в жизни. Are you understanding? Arman, are you understanding? Армен, все понимаю? I am very poor, that is why I am highly spiritual. Does it make a sense? Если кто-то думает, что он беден и поэтому высокодуховен, то такой человек ошибается. Or the opposite way, I am very rich, hence I am spiritual. Точно так же будет ошибаться и тот, кто думает, я богат, поэтому обладаю высокой духовностью. What is this? It is ignorance, wrong notion. So, how to remove that wrong notion? I remove anything that comes from the world in my mind. Это неведение или неверное понимание. Как избавиться от этого неверного понимания? Я должен все, что связано с внешним, понимать, что все, что связано с внешним миром, является неведением. Where is the goal of life? There is only one goal of life, that is permanent peace, happiness, love, truth and wisdom. Какая единственная цель нашей жизни – это постоянный мир, любовь, счастье и мудрость. Then why couple of people look so sad? Тогда почему здесь некоторые люди выглядят такими грустными? So your reason is, I'm very serious,
кто-то скажет, я не грустный, я серьезный. Serious in the mind, but be easy in your face. Можно быть серьезным в уме, но при этом расслабленным на лице. So we should only from the one main question from the master, and we have created many questions. So now the next question comes: what our mind says about the life and believes, and what our masters inspires us to learn and follow. What our mind says about the life and beliefs? What our mind says and believes about life, and what our masters say what should be our belief and... Тогда мы можем задать следующий вопрос. Что наш ум говорит и во что он верит в отношении нашей жизни, и что говорят учителя, во что должен верить наш ум и что он должен говорить по отношению к нашей жизни. Did you understand this question? Все поняли суть вопроса. Where are you, Arman? Did you understand this question? С нами ли Армен и понял ли он вопрос? Oh, you're writing. So now see, mind is obsessed. What it says: wealth, pleasure, recognition, Instagram, likes, that is my goal. Но ум одержим, ум говорит, что мои цели – это богатство, признание, удовольствие, Инстаграм. And what our masters are saying? А что говорят на это учителя? And then the next question: what I have to do in my mind? И затем следующий вопрос: а что я должен изменить в своем уме? You are criticizing too much about Instagram. From today I will close it. Did I say it? И кто-то может сказать: вы так сильно критикуете Инстаграм, вот я сейчас возьму и закрою свой аккаунт. Но разве нам Гуруджи говорил закрывать аккаунт в Инстаграме? Ask the next question: that what happens? What is happening to me even after listening? I am not able to change myself. Задайте следующий вопрос: что со мной не так, что даже прослушав это все множество раз, я не могу себя изменить? Do you have that question in your mind? Arman says yes. У кого-то есть такой вопрос в уме? Армен говорит да. Now understand the answer of this question. Давайте поймем ответ на этот вопрос. What my mind likes, I am ready to do. Я готов делать то, что нравится моему уму. But I am not ready to do what is right and good according to the master. Но я не готов делать то, что хорошо и правильно, согласно учителям. For the last 1 hour, you have already heard what are the goals and the means, and still the mind says, I will do what I like. I will not do what the masters are saying. В течение последнего часа мы внимательно слушали о целях и средствах, но ум все равно говорит: я буду делать то, что мне нравится, а не то, о чем там говорят учителя. Are you getting it?
Все понимают? So, what are they again? So I'm going to such awake and aware. So I become aware. Where? I am not aware of my honey and the other anyone in the world. I become aware inside my head. My mind says I like to do this, but then I remember what the master is saying, what is right and good. So then the intellect makes a decision. What is that decision? What the master is saying, what is right and good, I will follow. But my mind is fighting with me. What I like, I should do it. No, I will not do it. И когда мы говорим, что нам нужно поддерживать осознанность, то какую именно осознанность мы имеем в виду? Мы не говорим об осознании нашей жены или мужа или каких-то внешних людей, объектов. Мы говорим о том, что нам нужно осознавать, какие желания возникают в нашем уме, и затем анализировать эти желания. Соответствуют ли они тому, что учитель называет хорошим, благоприятным и правильным? Если соответствует, то тогда мы можем разрешить себе выполнить это желание. Если же нет, то тогда мы должны отбросить это желание. И даже если ум будет продолжать говорить «я хочу», нам нужно говорить «нет, я», отвечать ему «нет, я не стану этого делать». Listen to it again and then analyze inside your head. Remain aware when the mind says, I like to do this, first check. It is right and proper according to the teaching, because we follow the Buddha, we follow the Krishna, we follow the teachers. Слушайте это снова и снова и анализируйте свои желания. Когда ум говорит «я чего-то хочу», то тогда осознайте это желание, оно хорошее и правильное с точки зрения учителей или же нет. Потому что мы ведь следуем по тому пути, по которому нас ведут Кришна и Будда.